Приветствую вас на своем канале. Решила сделать такой видеообзор, или как лучше сказать, сравнение. На кону у нас стоит Passat B3. Покупался он вроде бы как 3 года назад. Вы, кстати, смотрите фотографии уже при покупке данного автомобиля, что он, можно сказать, в идеальном состоянии. И я вам покажу, как он изменился после трехлетней службы. Passat мой 91 года выпуска, 1.8 моновпрыск. Так, у нас фотографии трехлетней давности закончились, пора смотреть то, что от него осталось. Так, у нас получается уже видеообзор, а не фото. Ну и смотрим. Так, вроде бы издалека, помытая машинка, да, вроде бы все отлично. Вроде бы ничего так и не поменялось. Но если все же подойти ближе, то будет достаточно уже и заметно, я думаю, уже. Многие заметили, что изменения все-таки уже и есть. Смотрим на капот. Сейчас подойдем ближе, и все станет еще ярче и заметнее. Вот видим, что наш капот полностью, я не знаю, как это назвать, потекла краска, что ли, полопала краска. Если честно, даже и не знаю, что с капотом могло произойти, почему он такой стал. И он, кстати, уже был перекрашен. Вот, кстати, после покупки одной единственный вот этот элемент, капот, был полностью перекрашен. И все. Больше в этом автомобиле ничего не красилось. Если присмотреться, краска вся выгоревшая уже. По сути, нужно полностью автомобиль перекрашивать. Вот у нас крыло при покупке, оно было уже подкрашено. Краска вроде бы немножко было похоже, сейчас вообще очень страшно. Пороги, видите, потрескались все. После того, как поднимали донкратом, начали пороги проваливаться. Так что все уже немножко так начинает жить своей жизнью. Но дыр таких сквозных вроде бы так и нет. Ну, где-нибудь есть, по-моему, 2 дырочки, может, и найдешь сквозные. Жуков хватает, конечно. Вот, кстати, вот здесь очень хорошо видно, что краска вытекла. Так, еще один жучок. Здесь у нас уже жучки загрунтованные. А так вроде бы издалека отходишь, смотрите, вроде бы и ничего, автомобиль, да? Ближе начинаешь подходить, и уже и жучки видны. Вот наша задница от нашего Passat B3. Вот видите, уже все в жуках, но правда я все зачистил и загрунтовал, чтобы дальше не гнило. Здесь вообще я черной краской немножко прошелся, так как немножко там повредил вот эту часть, там где черной краской покрашена. Здесь вот почти уже сквозная дырка, она тоже загрунтована. Здесь вот немножко грунтовочки, пятнышки. Ну вот здесь тоже очень хорошо видно, что краска вся выцвела. Но еще не сильно страшно, но видно, что она выцвела, и уже по сути нужно автомобиль полностью перекрашивать. Вот здесь у нас в пороге уже сквозная дырка. Да, салон вроде бы ничего, немножко вот обшивку повредил, тоже так по строительству, немножко инструмент повозила машинка. Кстати, кто там очень сильно разбирается в Пассатах, вот эта сеточка задняя, это оригинальная или кто-то уже умудрился поставить? У кого есть такая именно сетка сзади? Passat B3 седан. И вот еще одно интересует, это крыша. Крыша непонятного материала сделана, то ли вылито с чего-то, то ли что. Или это содрано что-то с нее. Материал интересный, как бы. Тоже непонятно. Вот, кстати, в прошлых видосах я показывал карты от новейшего Passat. Там черного цвета был. Если кому интересно, посмотрите в предыдущих роликах. Ну, а здесь уже сколхожено предыдущим хозяином. Врезан динамик. Вот, кстати, концевики я заказывал на AliExpress. Очень удобные и очень удобно врезаться данными концевиками. Мне все очень круто подходит. Кстати, вот наша рукоятка новая в предыдущих роликах. Я его показывал, как ее установить, так как она немножко не подходит, или это так надо, чтобы она вертелась. Я саму ручку уже фиксировал. Дальше наш тюнинг. В предыдущих роликах я опять же показывал вот данный
Электронный термометр, он все еще работает. Батарейки я еще, по-моему, ни разу не менял. Не помню, по крайней мере. Дальше у нас он коврик. И, кстати, это все я заказывал на Алиэкспресс. Если кому нужны будут ссылочки на данные товары, обязательно пишите комментарии. В принципе, я, возможно, сброшу их в описании под видео. Кстати, та наклеечка Open тоже все с Алика. Алиэкспресс рулит, друзья. Здесь у нас заглушечка. В предыдущем ролике на Passat черном там стояла антенка. Ну и видно, что данное крыло тоже оно то ли выцвело, то ли краска там, я не знаю, или плохо покрашено было. Вот, скорее всего, потому что вся машина в каких-то таких как будто маленьких пузырьках непонятных. Ну, в принципе, вышел вот такой автомобиль. Да, вот еще хочу показать вам данную наклеечку. Она не заводская нифига. И тоже, кстати, заказывал с Алиэкспресс. Данную наклеечку я тоже оставлю ссылочку. Она прикольная, немножко выцвела. Ей, кстати, где-то, по-моему, ровно год. Ровно год, как бы еще нормальное состояние. Но у меня есть запасная, что эту можно отклеить и другую приклеить. Хотя можно ту наклейку я, возможно, приклею на заднее стекло. В принципе, на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Если вам понравился данный видеоролик, нажмите подписаться и поставьте колокольчик на все уведомления, а также поставьте лайк и не забудьте поделиться данным видеороликом со своими друзьями в социальных сетях.